Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня мы с вами поговорим об одной еще очень важной теме, и именно на эту тему от вас поступает огромное количество комментариев, и просто комментарии под видео, и во время прямых эфиров. Кстати, в ближайшее время прямые эфиры будут происходить мои в Инстаграме, так что, если что, подписывайтесь в Инстаграм. Ссылка на мою страничку в Инстаграме находится в закрепленном комментарии под этим видео. Подпишитесь, чтобы не пропустить прямую трансляцию. Мы с вами поговорим о воде, и не просто поговорим как-то абстрактно о воде для похудения. Как ее пить, сколько пить, а я отвечу именно на ваши вопросы, те, которые от вас получаю больше всего. Итак, начинаем, конечно, с самого главного вопроса. Сколько пить воды? Этот вопрос самый-самый частый, поэтому это вопрос номер один. Итак, сколько пить воды? Я отталкиваюсь от советов, рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, которые рекомендуют пить 30 мл воды на 1 кг вашего веса. Сейчас мой вес 67 кг, округляем, это около 70, и соответственно 30 умножаем на 70, это 2100 мл, либо 2 литра 100 мл. Для того, чтобы мой организм функционировал как надо, получал необходимое количество воды, мне нужно выпивать 2 литра 100 в день. Следующий вопрос, вопрос номер 2. Вы часто спрашиваете, можно ли пить во время еды воду, либо чай и какой-то другой напиток. На своем опыте, конечно же, отвечаю на этот вопрос, потому что мнения по этому вопросу расходятся, у всех они абсолютно разные. И скажу честно, что я пробовала и пить, и не пить. Вот на моем личном опыте, если у меня во время приема пищи, в основном это почему-то бывает за ужином, не знаю, так сложилось, я, конечно же, по жажде выпиваю. У меня на столе всегда стоит графин с чистой водой, наливаю стакан воды и выпиваю, и по-прежнему с моим пищеварением, с моим желудочно-кишечным трактом все отлично. И в том числе я таким образом выпиваю необходимое количество воды. И еще самое главное, формирую очень важную привычку пить, когда возникла жажда. Ваш самый часто задаваемый вопрос номер 3. Пить ли воду по времени? Потому что есть тоже некоторые рекомендации, переходящие из уст в уста и так далее, что нужно пить воду за полчаса до приема пищи, потом после приема пищи нельзя пить воду тоже полчаса 40 минут, что там после 6 вечера нельзя уже пить воду, там кто после 7 вечера тоже нельзя пить воду и так далее. Естественно, я делюсь с вами своим опытом, я воду употребляю в любое время, с утра до вечера, иногда ночью просыпаюсь, тоже могу выпить стаканчик, либо полстакана воды, сколько вот по жажде мне хочется выпить, именно столько я и выпиваю. То есть какого-то определенного графика, в такое время я выпиваю столько воды и так далее, я не придерживаюсь, потому что это, лично меня дополнительно как-то заостряет внимание, что нужно вот именно правильно по часам пить воду. А я стремлюсь к тому, чтобы прийти к нормальной работе моего организма, возникла жажда, я ее утолила. Ваш самый часто задаваемый вопрос номер 4. Сколько воды я выпиваю за один раз? Я сейчас уже, когда больше 2 лет нахожусь на своем пути, просто полюбила воду. Для меня это сейчас самый лучший напиток на земле, поэтому за раз у меня есть вот такой красивый, не прям такой стеклянный стаканчик, и я однократно выпиваю прям залпом 400 мл воды. Раньше, конечно, я сразу столько воды выпить, конечно же, не могла и не хотела. Это было мне непривычно. Если бы я выпила столько воды за раз, меня бы, наверное, начало тошнить, я бы себя нехорошо чувствовала. А теперь мне вот так очень нравится, и поэтому я могу выпить 400 мл воды сразу, и все будет отлично. Кстати, напоминаю, что все мы разные, и сейчас я отвечу на ваш самый часто задаваемый вопрос номер 5. И он опять связан с тем количеством воды, которое я выпиваю, но только теперь за день. На самом деле, несмотря на то, что моя норма 2 литра 100, я выпиваю воды сейчас больше. Честно, я не считаю количество воды, но учитывая, что просто с утра я выпиваю 0,4 литра воды, потом еще пью, поэтому, возможно, даже около 3 литров, но это мои индивидуальные особенности, потому что когда раньше я не пила воду, то
что я пила просто много чая, либо сладкой газировки, кофе и так далее. В общем, любых других напитков. Я в любом случае жидкости употребляла всегда много, поэтому моя норма, комфортная для меня и для моего организма даже немного выше тех рекомендаций. Но опять такое большое количество воды я стала употреблять не сразу, и, повторюсь, все мы разные. Ваш самый часто задаваемый вопрос номер 6. Кстати, если вам полезны эти ответы, вы нашли ответ на свой часто задаваемый вопрос, поставьте, пожалуйста, лайк, оцените нашу работу. Итак, вопрос номер 6 звучит так. Входит ли в дневную норму употребление жидкости, чая, кофе или там цикорий, какие-то, в общем, любые другие напитки, которые не являются, по сути, водой? Мнения по этому вопросу очень разнятся. Здесь я буду опираться на свой собственный опыт и на советы фитнес-тренера. Когда-то давно, когда я весила 120 килограммов, я пыталась похудеть с помощью занятий, интенсивных занятий фитнесом. Тренер, кроме того, что со мной занимался, дала мне много полезных советов. Кстати, я долго очень игнорировала, это моя одна из ошибок в похудении. Я считала, что кофе, чай, потому что я пила очень много зеленого чая и намного меньше пила воды в день, все это считается в норму жидкости. Все-таки на моем опыте вода – это вода, и именно ваша норма воды – это именно норма воды. А чай, кофе – это уже напитки, которые не входят именно в норму потребления воды. Поэтому все-таки я считаю на своем личном опыте, что если ваша норма, грубо говоря, там 2 литра, то это именно 2 литра воды, а чай и кофе уже идут отдельно. Ваш часто задаваемый вопрос номер 7. Этот вопрос я получаю от вас тоже очень часто, и звучит он всегда немного по-разному, но суть такова. Могу ли я употреблять мало воды, потому что я не привыкла, не хочу формировать эту привычку. В общем, любые бывают причины, и похудеть. То есть можно ли пить мало воды и снижать свой вес? Ответ будет, конечно, да. Но как и зачем? Естественно, при сокращенном либо низком употреблении жидкости вес ваш будет снижаться. Но самое главное, за счет чего будет происходить потеря веса? Потому что я думаю, что каждый человек, который принял решение снижать свой вес, хочет расстаться именно с лишним жиром, чтобы те цифры, которые вы увидите со временем на весах, то есть ваши результаты, состояли все-таки из лишнего жира, который вредит вашему здоровью, и, конечно, внешнему виду, а не терять мышцы и воду. Поэтому, конечно, употребляя маленькое, низкое количество жидкости, похудеть, снизить свой вес вы сможете, но это просто навредит вашему здоровью, и я думаю, что это не то, что ведет к долгой, здоровой, счастливой жизни. Поэтому берегите себя и употребляйте достаточное количество воды, и это на самом деле очень-очень помогает в нашем деле. Просто себя хорошо чувствовать и снижать свой вес. Ваш самый часто задаваемый вопрос номер 8. Как моя кожа сохранилась в таком хорошем состоянии, несмотря на то, что я похудела на 53 килограмма. Сейчас вам покажется, что это немного или совсем прямо-таки не связано с водой. На самом деле это связано с употреблением достаточного количества жидкости, воды, просто напрямую. Кстати, вот здесь появится подробное видео о том, что делать для того, чтобы во время снижения веса ваша кожа не обвисла и выглядела достаточно хорошо. Посмотрите его подробно. И одним из ответов на этот вопрос является достаточное употребление воды. Потому что сколько бы мы себя сверху не мазали классными кремами, замечательными лосьонами и так далее, того естественного и необходимого увлажнения, которое мы получаем с помощью употребления достаточного количества воды, ни один он не даст. Потому что опять кожа — это самый большой орган в нашем организме, и для него, как и для всех органов вообще в нашем теле, очень важно достаточное количество воды в день. И, кстати, вода нужна не только для того, чтобы ваша кожа хорошо выглядела, а еще просто для того, чтобы себя отлично чувствовать. Сейчас я отвечу на ваш вопрос номер 9. Вопрос номер 9 я получаю от вас очень-очень часто, и звучит он так. Как же мне начать пить воду? Я не привыкла
привыкла пить воду, я не люблю пить воду, меня тошнит от воды. И на самом деле я вас прекрасно понимаю, потому что когда-то меня точно так же тошнило от воды, я вообще не понимала, как можно утолить жажду с помощью воды, она же безвкусная. И я на самом деле проделала с собой долгую и достаточно сложную для меня и для моего организма работу для того, чтобы начать достаточное количество жидкости употреблять ежедневно. Итак, какие есть вообще варианты, чтобы проще начать пить достаточное количество воды? Их на самом деле много, и разным людям подходят разные варианты. Сейчас я вам расскажу, какие у вас есть варианты, чтобы вам было проще и быстрее начать пить воду. Вариант номер 1. Сейчас есть огромное количество приложений, которые будут вам пиликать по времени и напоминать о том, что вам нужно выпить стакан воды. Кстати, мне этот вариант не подошел, но есть большое количество людей в нашем сообществе, кому это помогло. Так что пробуйте обязательно все варианты. Вариант номер 2. Это брать с собой воду. То есть вы идете на работу, на прогулку с ребенком, в магазин, в общем, куда бы вы ни отправлялись, вы из дома берете с собой бутылку чистой воды. И, соответственно, когда вы захотите попить, у вас под рукой всегда будет вода, и вы просто не забудете о том, что нужно попить. Потому что бывает такое, что ты вроде бы хотел попить, потом забыл, воды под рукой нет, и все это как-то ушло на второй план. А к вечеру оказывается, что ты практически вообще не пил воды и плохо себя чувствуешь. Следующий вариант, который может вам помочь, это вариант номер 3. Кстати, такое помогло большому количеству людей в нашем сообществе. Это по своему дому на виду расставить бутылочки, по пол-литра с водой. То есть, куда бы ваш взор не упал, везде вы увидите бутылочку с водой, которая вам напомнит как раз-таки об этой самой воде. Вариант номер 4. То, что очень сильно помогло мне, это установить дома фильтр. То есть не тот фильтр, к которому мы в основном все привыкли, фильтр-кувшин, в котором маленькое количество воды умещается, это не всегда удобно, потому что периодически забываешь его набрать и так далее, а фильтр, который непосредственно подключен к системе водоснабжения, ты просто открываешь маленький краник и вот стакан чистой воды готов, и ты можешь его выпить. Мне это очень сильно помогло наладить питьевой режим, и поэтому я от души советую. Таких фильтров большое разнообразие. Стоил он около 3000 рублей. Сейчас я думаю, что цена не сильно изменилась. И еще совет номер 5 – это поставить дома на кухонном столе красивый графин, к нему поставить набор стаканов и в графин налить не какой-то сладкий компот, а самую обычную чистую воду. Вы просто посмотрите на графин, и помните, для чего он стоит рядом со стаканами, и выпейте воды. Кстати, в комментариях обязательно напишите, какие лайфхаки, советы помогают вам. Возможно, у вас есть свой вариант, тогда поделитесь, это поможет большому количеству людей. Мы с вами уже на финише, номер 10. И, кстати, это будет не ваш вопрос, а это будет мои наблюдения, которыми я с вами очень сильно хочу поделиться, потому что просто об этом раньше не знала, не задумывалась, и это оказало большое влияние на мое снижение веса. Почему еще нужно употреблять достаточное количество воды? Потому что наше тело, особенно у таких людей, как мы, которые переедали, очень часто принимает жажду за голод. Я раньше, честно, в это не верила, потому что тоже в большом количестве советов написано о том, что из-за этого тоже нужно обязательно пить достаточное количество воды, но я думала, это какой-то бред, не может быть такого. Я же знаю прекрасно, что я хочу есть или пить. И я очень сильно удивилась, что когда я стала употреблять достаточное количество воды, мой аппетит тоже немного снизился, можно сказать, как отрегулировался. И я очень хорошо сейчас различаю, где я хочу пить, а где я хочу есть. Поэтому не забывайте о таком моменте, что вы просто думаете, что не хотите пить, потому что у вас нет питьевого режима, вы его не наладили, и ваш организм, кроме того, что у вас есть проблемы уже с лишним весом, дополнительно принимает вашу жажду, то есть когда вам необходимо выпить просто достаточное количество воды за голод, и вы из-за этого едите еще больше. Поэтому я вас прошу, не повторяйте моих ошибок, обязательно налаживайте употребление достаточно
достаточного количества воды. Я искренне надеюсь, что это видео для вас было очень полезным, что на все ваши часто задаваемые вопросы вы получили ответы. Если у вас еще остались вопросы, обязательно их пишите в комментариях под этим видео. Я, как всегда, постараюсь на них ответить. Напоминаю, что прямой эфир будет в Инстаграм, поэтому подписывайтесь, приходите по ссылке в закрепленном комментарии. И, конечно же, с вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и воды.